Привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике. Ну, потому что реальные обзоры и тесты. Вот не знаю, встречали ли вы людей, которые всерьез думали или думают, что кондиционер обеспечивает, производит, скажем так, свежий воздух. Ну, типа, воздух же прохладный, значит свежий. Я встречал, и когда рассказывал им, что это совсем не так, они, искренне удивлялись. Но все изменилось, и теперь я вам говорю, что кондиционер не только охлаждает или нагревает воздух в помещении, но и обеспечивает проветривание, то есть приток свежего воздуха. В этом видео все самое главное и интересное о сплит-системе Royal Fresh Standard с притоком свежего воздуха. Какие есть веские причины для покупки кондиционера с притоком воздуха? Я сейчас их озвучу и в комментариях можем обсудить. Во-первых, свежий воздух — это всегда хорошо, но это для здоровья полезно. Если, конечно, он реально свежий и чистый. В Royal Fresh Standard уличный воздух, поступающий в помещение, он проходит эффективную очистку. Об этом поговорим еще. Далее, это возможность для проветривания не открывать окно или форточку. Нет шума, пыли с улицы. А если за окном прохладно, то свежий и очищенный воздух, он поступит в комнату еще и подогретым, если захотите. Никаких перепадов температуры, никаких сквозняков. Куча моментов вообще-то, когда вот такое решение, кондиционер с притоком воздуха, актуально. Если живете где-то у оживленной трассы, где-то в промышленном каком-то районе, первый этаж, окна не всегда хочется открывать. Если в семье аллергики, тоже отличное решение. Опять же, свежий и очищенный воздух. Дети, пожилые люди, да любым людям, долой эйджизм, круто дышать свежим и чистым воздухом. Еще важный момент — экономия пространства в помещении. Вы вешаете кондиционер в комнате, это только внутренний блок и все. Не нужно еще отдельную приточку и очиститель воздуха ставить, платить за монтаж приточки, искать для приборов дополнительное место, как-то загромождать помещение. В общем, немало причин я обозначил, чтобы иметь дома кондиционер с притоком воздуха. Можем обсудить в комментариях. Далее подробности о Royal Fresh Standard. Да, важная тема. Кондиционер же с притоком воздуха, значит, этому воздуху нужен какой-то путь в помещение. Причем в случае с Royal Fresh Standard отверстие в стене делается одно. Просто есть кондиционеры с притоком воздуха, для которых нужно два отверстия. Здесь нет, здесь одно. Я говорил, что мы остановимся еще подробно на очистке приточного воздуха, потому что, это очень важно. В Royal Fresh Standard стоит фильтр HEPA H11. Фильтр задерживает до 95% мельчайшей пыли, всяких взвешенных частиц в воздухе, а их огромное количество, как природного, так и антропогенного происхождения. Сажа, пыльца, споры плесневых грибов и еще много чего. Все это остается в фильтре. Домой попадает свежий, насыщенный кислородом воздух, прошедший глубокую очистку. В принципе, технологии очистки воздуха есть и в обычных кондиционерах, без притока. Это очистка воздуха, который циркулирует в комнате, но все же такую высокую степень очистки, как фильтры, созданные по HEPA технологии, а это эффективная механическая очистка, да еще и приток свежего воздуха, кислорода, технологии в классических сплит-системах не обеспечивают. По большей части там работают обычные противопылевые фильтры, они и здесь есть, и они задерживают крупную пыль, чтобы она на теплообменнике не оседала. Есть, конечно, еще ионизация, генератор холодной плазмы, фотокатализ. Это все рабочие технологии, но они обычно в сплит-системах подороже и все же менее эффективны. HEPA-фильтры же стоят в воздухоочистителях, например. То есть в приборах, которые заточены на реально качественную очистку воздуха. Интересно еще, как вообще все это работает, как обеспечивается приток воздуха. Технология такая. Дополнительный вентилятор в воздушном канале засасывает свежий воздух с улицы. Дальше этот воздух уже во внутреннем блоке очищается. И далее чистый, насыщенный кислородом, благодаря клапану-отражателю и разрежению над внутренним блоком, от работы самого кондиционера,
поступает в воздухозаборник внутреннего блока, опять же. То есть он не просто уходит вверх куда-то, а смешивается с потоками, которые циркулируют в помещении. Тут и температурный контроль получается сразу, охлаждение или прогрев, и далее обычным путем через жалюзи в комнату. По производительности это до 60 кубометров в час. Для кондиционера с притоком показатель очень хороший. Для двоих, например, такого объема вполне достаточно, даже если эти двое людей, скажем так, на протяжении долгого времени остаются в помещении площадью около 20 квадратных метров. То есть, если брать обычную квартиру, то в гостиную, спальню, детскую, а также в кабинет, например, это уже квартира, конечно, не совсем обычная, явно подходящий вариант. В Royal Fresh Standard есть все классические режимы работы современного такого продвинутого кондиционера. Если брать основные, то это охлаждение и обогрев. И понятно, что по производительности есть разные варианты. То есть варианты для помещений разные площади. Можно выбрать. Ссылки все полезные на технику из видео в описании внизу. Дальше. Тут 7 скоростей вентилятора внутреннего блока. То есть максимальная вариативность в этом плане. Тонкие, но несложные настройки интенсивности обдува обеспечены. Не у всех сплит-систем такое разнообразие по скоростям, но в целом, конечно, это уже такая обычная история для хорошего кондиционера. Тут еще инверторный контроль мощности, но об этом позже. Очень хочу отдельно выделить технологию мягкого обдува. Дело в том, что 14 вертикальных жалюзи тут с перфорацией, и когда эта функция активна, воздушный поток проходит через 1106 микроотверстий в лопастях. Получается такой объемный, одновременно реально мягкий поток. Он, так можно сказать, легко обволакивает, а не сбивает с ног. Можно назвать такое охлаждение, чаще всего кондиционер все же для него используется. Так вот, можно назвать это деликатным охлаждением. Человеку в помещении комфортно, нет явного такого не всегда нужного и приятного воздушного потока, сильного от кондиционера. Все мягко. И, кстати, в связке со всем этим отлично работает режим 3D Auto Air. Легко настраиваете любое направление воздушного потока, регулируется все это как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. И в итоге работа кондиционера никому не мешает, а свежий, чистый, охлажденный воздух в помещении мягко подается и всем комфортно. Управление. Тут тоже есть о чем поговорить, что рассказать. Начнем с классики. Пульт дистанционного управления. Он не маленький, как бывает часто, но и не огромный, как говорится, хорошо лежит в руке. Очень все понятно с кнопками, они не мешают друг другу и нажимать удобно. Информативный такой немаленький дисплей с подсветкой, все как надо. Люблю, честно говоря, такие пульты. Еще тут есть индикация режимов работы на корпусе кондиционера. Кроме обозначения температуры, она, кстати, устанавливается с точностью в полградуса, а не в градус, как обычно. Смотрите, режим охлаждения синий, режим нагрева оранжевый, режим осушения воздуха желтый, просто режим вентилятора белый, и есть еще режим Fresh Air, это просто приток свежего воздуха, зеленый. То есть, бросив взгляд на кондиционер, вы, например, видите, что все нормально, кондиционер работает в нужном вам режиме, и не нужно проверять это на пульте или в мобильном приложении. И в авторежиме, кстати, кондиционер тоже будет показывать, в каком режиме работает именно сейчас. Да, мобильное приложение, конечно, тоже есть, называется оно Smart Life Smart Home, и через него, и, конечно, интернет можно полностью контролировать работу кондиционера. Включать, выключать, устанавливать нужный режим работы, задавать расписание работы, сценарий. Все установки, которые доступны с пульта обычного, со смартфона, тоже доступны. Для климатической техники удаленное управление — это реально работающая такая история. Включайте кондиционер к вашему приезду, чтобы уже было комфортно, когда попадете домой. Контролируйте удаленно климат в детской. Да мало ли еще вариантов. Напишите в комментариях, кстати, какие еще. И если пользуетесь таким способом управления кондиционером, поделитесь опытом. А, кстати, Алиса от Яндекс. Куда же сейчас без нее? Можно этой сплит-системой управлять и голосом. Причем как включать или выключать
так и задавать режим работы и температуру. И еще немного про управление, хотя правильнее, наверное, будет сказать про самоуправление. В Royal Fresh стандарт есть датчики освещенности. При низкой освещенности кондиционер автоматически отключает индикацию вот на дисплее, подсветку клапана и снижает громкость сигналов внутреннего блока. То есть, например, перед сном не нужно самому менять настройки кондиционера, он все поймет сам и поймет, что нужно обеспечить вам комфортный отдых. Кстати, тут этому комфортному отдыху способствуют еще и характеристики по шуму. Это 19,5 дБ на минимальной скорости. Ну вот, я сейчас стою рядом с кондиционером. Практически его не слышно. И это я рядом, а если я буду где-то на диване, на кровати в другом конце комнаты, то вообще его не услышу. Так что отдыхать этот кондиционер точно не помешает. Что такое защита кондиционера? От чего, собственно? Есть, например, коррозия, и от нее теплообменники обоих блоков сплит-системы Royal Fresh стандарт защищены специальным покрытием Golden Fin. Благодаря ему, скажем так, обеспечивается некоторое поверхностное натяжение, и капли воды просто скатываются по покрытию, не задерживаются в теплообменнике. Поэтому и риск коррозии в обоих блоках минимизирован. Еще кондиционер нужно защищать от загрязнений, которые в процессе эксплуатации все же накапливаются на элементах теплообменника. Влажная среда, загрязнение — это все может привести к развитию неприятных бактерий, появлению плесени, в общем, всякие возможные моменты такие неприятные. Но в Royal Fresh стандарт, чтобы это исключить, на теплообменнике внутреннего блока при работе технологии самоочистки намораживается слой иния. Потом это все тает, и вместе с водой загрязнение уходит в дренаж. Дальше идет нагрев теплообменника до температуры около 60 градусов. То есть никаких бактерий, грязи на элементах теплообменника не будет. Автоочистка наружного блока тоже предусмотрена. Продувка удаляет с теплообменника накопившуюся пыль. То есть в итоге и кондиционер защищен, и пользователь. В Royal Fresh стандарт компрессор, конечно, инверторный. Собственно, о преимуществах его над обычным мы уже не раз говорили в наших роликах о кондиционерах. Мне кажется, все уже выучили все наизусть. Так что коротко, инверторный компрессор может плавно менять мощность работы, не использует все время максимальную мощность, не включается, выключается постоянно. Это дает много преимуществ: и экономию электроэнергии, и меньше шума, и меньше износ, а значит дольше срок службы. И прибавьте сюда еще более плавное поддержание температуры без явных колебаний. У классики в алгоритме работы эти колебания заложены. К тому же у инверторных моделей, как правило, есть запас по пиковой мощности, так что охлаждают они быстрее, чем кондиционеры с классическим компрессором. В общем, вы поняли, лучше инверторный компрессор. Кондиционеры с притоком воздуха — это не просто модная тема последней пары лет, наверное. Это же реально удобно, потому что вы получаете универсальный прибор. У него и функциональность кондиционера вся, и функциональность приточного очистителя Бризера. Да, по производительности, по подаче потока свежего воздуха кондиционеры не так мощны, как некоторые модели приточных очистителей. Не всегда это и нужно. 60 кубометров в час, как у Royal Fresh стандарт, вполне же хватает на одну комнату, даже если там постоянно находятся люди, там пара человек. Тут, конечно, зависит от задач пользователя. Удобно, без каких-то сложностей в монтаже, свежий очищенный воздух дома. Не надо форточки открывать, шум этот уличный не помешает. Аллергикам, опять же, очень хороший вариант. В детскую, в спальню. Плюс у Royal Fresh стандарт много других достоинств. В общем, если ищете современный кондиционер, если хотите дышать свежим воздухом, то обратите внимание на эти сплит-системы. Тостер изучил и рекомендует Royal Fresh стандарт к использованию. Ссылки на эти сплит-системы в описании видео. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсации,
а просто рассказываем о том, как она реально работает и чем нам с вами реально полезно. Лайк, делитесь видео с теми, кто хочет современный кондиционер. И еще заходите на Toaster.ru, в наш Яндекс.Дзен, подписывайтесь на Toaster в соцсетях и Телеграме. Там не только наши видео, но еще много интересного о доме и быте. До новых обзоров и тестов. Пока!